Мне кажется, не совсем точно выбран угол подхода, законы, чувства и тому подобные вещи. А надо брать проблему, как она представляется непосредственно наблюдателю, смотрящему непредвзято. Мы рассуждаем так, как будто Россия – это изолированное от мира пространство по образцу бывшего Советского Союза, в котором идут какие-то совершенно автономные процессы. На самом деле в мире действуют мощные тренды, которые проходят через границы стран, границы регионов влияния, таких как Европа, Штаты, Евразия, Африка. И главным трендом в этом процессе является наступление на ислам, разжигание конфликта цивилизаций. Поэтому надо исходить из того, что определенные силы, которые составляют часть международного истеблишмента, ставят задачи взорвать относительный баланс сил, относительный баланс ситуаций на мировой сцене и создать эффект выделения мусульманской общины мира в такую гонимую общность, загнать ее в гетто, изолировать и нейтрализовать ее вес, значение и влияние. Мне кажется, что речь в данном случае должна идти о войне цивилизаций, потому что если мы будем говорить с точки зрения того, насколько близко акт оскорбления ислама произошел от мечети или от группы верующих, мы впадем в маразм. Например, датская газета, напечатавшая карикатуры на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, она, насколько близко эта типография или эта редакция располагалась от ближайшей мечети. Это уже такой неадекватный, анекдотический подход. Есть некая фундаментальная акция удара по исламу, которая носит универсальный характер. Это провокация, это наступление на ислам. И я просто в данном случае хочу привести пример иудеев, которые, если бы такая акция была осуществлена против иудейской общины и оскорбляла бы евреев, еврейскую религию, в случае той же датской газеты или невинности мусульман, то от этих режиссеров и от этих карикатуристов только рожки да ножки остались бы. Ими занялась бы Лига по борьбе с дефамацией и еще много других организаций, которые просто их раскатали бы и закатали под асфальт. Но мусульмане являются какой-то страдательной стороной, которая постоянно взывает некой справедливости, хотя справедливость принадлежит Всевышнему, а в этом мире вызывать к справедливости со стороны светского истеблишмента, структур, осуществляющих реальную власть, совершенно бессмысленно. Поэтому мусульмане должны принципиально пересмотреть свой подход, и каждая, ограждающая их права политическая или юридическая клауза, то есть параграф, должны добиваться и вырываться путем давления, путем очень жесткого давления, путем тех же самых демонстраций, путем тех же самых забастовок, путем экономических бойкотов и так далее. К сожалению, на территории исламского мира политическая власть, кроме последних, случаев после арабской весны, политическая власть в основном находится в руках постколониальных элит, которые поставлены на свои места западным неоколониализмом. Все эти свергнутые Мубараки, Зейналабдины, Каддафи и так далее – это ставленники западного истеблишмента. И уверяю вас, что с точки зрения тех сил, которые с ними боролись и которые их сбросили
с их насиженных кресел, не воспринимали их как патриотических, национальных, харизматических лидеров, они воспринимали их как ставленников Запада. Вот. В таких условиях, естественно, народы исламского мира, исламская улица не прикрыта своим политическим истеблишментом. Нет тех сил политических, которые взяли бы на себя ответственность по защите ислама. Поэтому улица вынуждена защищать себя, свою идентичность, свои духовные ценности сама. Но это тоже путь, потому что если люди, поставленные в качестве лидеров, позирующих в роли лидеров, не соответствуют этому статусу, не являются лидерами исламского мира, то каждый мусульманин обязан действовать исходя из собственной совести, из собственной интуиции, из собственного понимания, но, естественно, придерживаясь правил фикха, то есть строго находясь в шариатских рамках. А шариат обязывает нас бороться против несправедливости, против зла, против агрессии в адрес ислама, которая является агрессией против наиболее глубоких, фундаментальных, ценностных основ личности. И если человек в данном случае проходит мимо, или тем более начинает искать какие-то оправдания своему бездействию, это уже выход из ислама, я считаю. Вот. Поэтому надо рассматривать эту ситуацию не в рамках юридической проблематики и не в рамках законотворческих таких вот нюансов, там, близко от мечети это произошло, далеко от мечети, в каком-то общем поле. Нет никакого общего поля. Все пространство едино, оно все сакрально. Все сакрально. Миф о существовании какого-то секулярного пространства выдуман либералами, которые просто поднялись за последние 200 лет, навязали свой дискурс, сегодня они уходят. Пространство сакрально по определению, потому что если бы оно делилось на сакральное и какое-то светское и, так сказать, принадлежащее непонятно кому, то сакрального бы не стало в тот же самый момент, и оказалось бы, что никакой религии нет, а прав Карл Маркс и Фридрих Энгельс. То есть либо сакральное все, либо религия является сказкой для идиотов. Вот. Но поскольку мы не допускаем, что религия это сказка для идиотов, она тотальна. Вот. Поэтому, на мой взгляд, надо исходить из того, что идет война цивилизаций. Ну, конкретно с невинностью мусульман совершенно понятно, что это операция, которая проводилась с целью понизить рейтинг Обамы на предстоящих выборах, она частично провалилась, вот, а частично даже сыграла и против себя. Но это не значит, что это не акт войны. Это акт войны. Нельзя не согласиться с тем, что Россия многонациональное и многоконфессиональное государство, и поэтому она может иметь будущее только как федеративное или светское государство. Сегодня у нас практически представлены все конфессии в стране. Есть, конечно, традиционные определенные законы, есть и другие конфессии. И, конечно, в этих условиях светский характер государства, он является таким даже безальтернативным выбором. Второй момент, о котором я хотел бы подчеркнуть, это то, что все, что произошло за последнее время, и за рубежом, и у нас в стране, показало, что вдруг вопрос в широком смысле взаимоотношения государства и религии, государства, вернее, и церкви, он стал настолько дискуссионным, что можно даже говорить о том, что он способен сегодня расколоть общество. Я думаю, что все мы к этому были просто не готовы и не предполагали, что вроде бы такие события могут вызвать столь резкую поляризацию. Но это я говорю, опираясь на данные нашего этнополитического мониторинга нашего института и раннего предупреждения
конфликтов. Есть такая у нас функция. Вот она замечает эти тенденции, но я должен сказать, что вот эта дискуссия оказалась в определенной степени неожиданной. Ну и понятно, что в этих неожиданных ситуациях есть много импровизированных действий, импровизированных реакций, иногда чисто просто популистских реакций, к которым я отнес бы и проект данного закона, о котором мы сегодня, как мне показалось, имеем единую точку зрения. Значит, следующий момент, который, значит, хотелось бы все-таки отразить, да, и вот эта дискуссия отношения церкви и государства и церкви даже на какой-то момент, вот по нашим наблюдениям, заслонила даже остроту вопроса отношения к исламскому миру и мусульманскому миру. Вот хотелось бы также здесь заметить, что я наблюдаю эти процессы, так же, как и уважаемый Гидар Жахидович, сидящий здесь, не один десяток лет, а он находится в этих процессах, то мы можем констатировать, что, конечно, нельзя обозначить отношение к исламу в России как однобокий тренд. Это много такое плановое явление. Но если взять государственную политику и государственную линию органов власти, там, федеральных органов власти, то, конечно, она направлена на выстраивание отношений сотрудничества, она направлена на продолжение имеющихся традиций там, царской России, Советского Союза, российского общества, когда вот, межконфессиональные отношения не доводились до высокой степени обострения у нас как правило. И я просто вспоминаю некоторые дискуссии середины 90-х годов, начала 2000-х годов. Немножко, конечно, другие возникают проблемы, и я бы не согласился с уважаемым коллегой, что мегатренд развития нашего общества – это только антиисламские настроения. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что правоприменительная практика 282 статьи нуждается в серьезном анализе и серьезном корректировании. Безусловно, нужно сказать, что качество религоведческой экспертизы никуда не годятся. Поэтому здесь нам надо действительно разобраться, спокойно разобраться, заглянуть в этот перечень. Значит, это работа объявленных экстремистскими, потому что мы часто реагируем в первую очередь на то, что нас очень сильно волнует. А что касается еще раз этого закона, то я хотел бы сказать, что нельзя не согласиться здесь с позицией выступавших, что я хотел бы процитировать здесь русского классика, не зарубежного, Соловьева Владимира Сергеевича, который однажды, у него есть даже работа «Нравственность и право», где он заметил, что закон – это лишь нижняя нравственная норма, а вообще нравственность – это состояние общества. Состояние нашего общества, в целом, оно нуждается в серьезной корректировке, серьезном совершенствовании. А что касается законодательной базы, у нас достаточно законов, я согласен с этим, чтобы призвать к ответу, если есть желание и политическая воля, любого гражданина, любой организации, которые разжигают межнациональные, межрелигиозные отношения.